Хай, друзьяки! Сегодняшнее видео о демонах, бесах и подонках, работающих за дешевую похлебку, о тех подонках, которые разжигают. Но начать хочу с чего-то хорошего, с перемоги. Про рис, помните, я рассказывал? Оце ви бачите наше поле. Отут ви бачите наш рис український. На перший погляд, це звичайне рисове поле. Вся краса відкривається зверху. Всього за кілька кілометрів від курортного Скадовська науковці виростили з рису національний символ. Я, знаете ли, с детства увлекаюсь там всевозможными научными открытиями, скажем так. То есть я-то не открываю ничего, но я постоянно изучаю какие-то новшества технические. Постоянно, знаете, еще в моем детстве еще выходил журнал «Техника молодежи». Вот я его постоянно листал. И я знаю, что в развитых странах то там что-то новое постоянно открывают. Здесь же я с надеждой нажимал на этот сюжет, потому что я надеялся увидеть какое-то открытие. А это то, над чем мы уже когда-то ржали. Они вырастили огромный трезуб. Зачем, спросите вы? Потому что, по их мнению, таким образом можно прославить страну. Це найбільший рисовий герб України у світі. Все починалося з маленького гербу, змодельованого на комп'ютері. А я больше скажу, извините, если бы они из риса сделали большой-большой член, это был бы самый большой член из риса. А если бы они из риса сделали Микки Мауса, это был бы самый большой Микки Маус в мире из риса. А почему он был бы самый большой? Да потому что никому нахрен больше не надо делать из риса Микки Мауса. Херсонські ж науковці вже задумалися над новим творінням. Планують виростити рисовий портрет Кобзаря. Это всегда круто, когда научные работники заняты делом, правда? Ну, а теперь 24 канал смеется над россиянами, потому что у россиян Москву затопило. Венеція – місто романтики та кохання. Замість вулиць тут канали, а замість асфальту чи бруківки – вода. Зараз поїхати в Італію може собі дозволити не кожен росіянин, але, як виявляється, і не треба. Особо понравилась фраза «сейчас поехать в Италию может позволить себе не каждый россиянин». Зато каждый українець, я уверен. Якщо москвичі не їдуть у Венецію, то Венеція може приїхати до них. Цими вихідними через велику кількість небесних И дальше рассказывает, что отвечал за эти улицы некто Чайка, сын вроде бы какого-то там прокурора. И вот они это все показывают, постебали, в общем, в Москву пришла Венеция. Но вот я им еще предлагаю постебать. 10 июня 2016 годика. Причем я знаю, что это вот там вот, где это происходит по жизни, постоянно. Я еще был в Киеве, и это там происходило. Там все время заливает. Ну, ничего, можно посмеяться, почему нет? Венеция, ёпта! Вообще украинские средства массовой информации, это не средства массовой информации на самом деле, это какая-то полная хуйня. Они вообще любят вот постебать, посмеяться над кем-то. Иногда они смеются над ДТП, к примеру. Ну это ж смешно, люди погибли, но они же с Крыма ехали. Кінець кримської мандрівки. У російській Ростовській області розбився мікроавтобус з туристами, що поверталися з Ялти. Такое впечатление, что украинские СМИ обслуживают россиян. Потому что когда ты включаешь, я это уже 100 раз говорил, но они 101 раз делают то же самое. Включаешь украинский телеканал в надежде узнать, что у тебя на родине происходит, узнаешь почему-то про россиян, про чаек, про пеликанов, про Путина, конечно же. Но у нас же тоже хватает интересностей, да? Вот, к примеру, ограбили дом погибшего атошника во время похорон. И выпили все пиво и понадкусывали ветчину из холодильника. Відкрили ще холодильник, зухвало все там, взяли баночне пиво, випили, дістали кусок шинки, понадкусували її. Че, смеяться сейчас будем, не? Ну, вот следующий товарищ там нуждается в определенное вообще представлении. Они не то что не готовы, они просто не знают, что это такое. Это он рассуждает о свободе. Мол, россияне готовы вообще там к свободе или нет. Они даже не знают, что это такое. Зато я знаю вот этого вот старого пентюха. А этот бородатый дуралей когда-то ответил мне на мой твиттер. Я ему написал, не задолбало ли его выкладывать фейки. На что он ответил: товарищ Шари, а вы где сейчас? В Рассеюшке или в Донбурасе? На что я в свою очередь ответил: не понял. Если я в Кремле, это отменяет фуфловость скрина. Я в Монако. Не хотите ли приехать?
человек разместил фейковый скрин. И, как я понял, он постоянно этим занимается. В ответ на вопрос, а не надоело ли вам размещать фейки, он сразу же, а ты в Москве, что мне в Москве делать? А при чем тут? Ну хорошо, в Москве, в Кремле сижу, рядом Путин, ну сейчас вышел за этим самым. Ну и что это меняет, я не могу понять. Я в Россию не езжу, а вот вы ею живете. Но теперь слушаем этого специалиста, вот он сидит и с умной заточкой кое-что рассказывает. Вот я когда-то написал статью и сравнивал 3 гимна. Украины, Грузии и России. Потому что государственный гимн всегда это отражение ментальности, Культурный отражение, да. И, я увидел, например, в первом варианте украинского гимна аж 4 раза употребляется слово «свобода» и «воля». Ну да, я помню, навскидку сразу же «згинуть», потом «душу і тіло положимо», вот, и «не вмерло», но «ще не вмерло». Это сразу же навскидку, но к чему он ведет? В грузинском гимне 3 раза «тавису плеба» – «свобода». В российском ни одного. То есть это в принципе не ценность? Это в принципе не ценность. И поэтому... До какой упоротости надо дойти, чтобы сидеть, ну, во-первых, вот барышня сидит, слушает вот этот бред. И она разве не могла ему сказать, слушайте, ну там вроде бы как есть про свободу, там есть и несколько раз еще и повторяется, ну как это нет про свободу ни одного слова. Но сидят, покивали друг другу, пожали руки и разошлись. Новый фейк пошел гулять. Это вот по упоротости может сравниться разве что с публикацией газеты «Сегодня», сайта газеты «Сегодня». Традиционно россияне разделись ради бесплатного бензина. Ха-ха-ха, как смешно. Но я думаю, кое-где ради бесплатного бензина еще бы и это самое удовлетворили бы. Так, девушки в бикини должны были, это в Самаре, видите, написано произошло. Мы нажимаем на их же сайте и переходим на YouTube. Ким ТВ. А мне сегодня ребята написали, которые устраивали это. В субботу, год назад, жители Киева могли принять участие в традиционной акции. Это в Киеве происходило. И для того, чтобы это проверить, достаточно просто нажать на видео, чтобы посмотреть и понять, что это в Киеве. Да там и на видео видно. Там дизельное палево, там и все такое, совсем. Это уже крестная хода. А вот эти вот граждане не пускают крестную ходу. И знаете, когда я смотрю на эти рожи, а там как на подбор просто, вот я понимаю, что у них им в 3 раза, в 4, там, во сколько, в 8, в 28 уже скоро поднимут квартплату, цену на газ, там еще работы нет, а у кого есть, те вообще чувствуют себя очень круто, зарабатывая там $250 в месяц, 500 это все, это ты уже, наверное, король жизни, да, но большинство просто вот тусит, где-то ходит, судя по одежде, у них вообще ни на что денег нет, то есть какие-то все такие не очень опрятные, и главный их враг вообще, и главное вообще вселенское зло, это крестный ход. Просто красавчики. Ой, перехорашивается толстожопая. Вот против этих они вышли, да? Опасные бабушки, опасные гастроли. Ну, а дальше вы поняли, да, как сегодня министр, как по нотам разыграл. Как не пустить этот крестный многострадальный ход в Киев, это обнаружить взрывчатку. Конечно же, пришел там комиссар Рекс, походил с собакой и все, нашел. Приволокли туда робота, наверное, не знали, как его включать, может, первый раз. Выставочный экспонат, короче. Там ликвидировали взрывчатку. Все. И все в это поверили, главное. И все, наверное, должны были в это поверить. Мы там еще дальше покажем, как журналисты это освещали. А пока что вот посмотрите на этого диатезника рыжего. Вот это один из главных разжигателей. То есть он постоянно с такой улыбочкой, ухмылочкой постоянно разжигает. Он себя верующим называет. Это отец. В гібридній війні використовується
тому числі і такі методи. І очевидно, що ті, хто сидять в Москві, вони розраховують на те, що українські патріотичні сили чи українська держава буде робити щось, щоб утискати вірних московського патріархату і таким чином давати привід для більшої ескалації насильства. Тому не потрібно цього допускати, потрібно бути стриманими і виваженими. Почему нельзя совершать какие-то действия неправильные в отношении представителей московского патриархата? Потому что в Москве сидят и ждут, чтобы совершили действия. А вот если бы в Москве не сидели и не ждали, то просто чисто по-христиански. Нормально, да? Ну, можно, а что? Если там ударить, там кому-то захотелось, или, к примеру, шины проколоть, или машину сжечь, да? Коли ми проаналізуємо, скажімо, офіційну молитву, яка призначена для цієї хресної ходи, то там нема слова «Україна». Там йдеться про припинення міжособної ворожнечі, тобто церковної термінології, це громадянська війна. Але не говориться про припинення агресії. И довольная с жопы улыбается, что там на самом деле вот молитву, если проанализировать, вот надо бы вот в КГБ отнести, в СБУ отнести бумажку, что там не упоминается слово «Украина». И написано, что это гражданская война. Какая гражданская война? Мне вот интересно, вот украинцы, те, которые погибли с одной и с другой стороны, это как бы не намек на гражданскую войну, но слушаем дальше. Власне, вони можуть говорити, що вони за припинення війни, але ці слова також є лукавими, якщо не йдеться про заклик припинити війну щодо Росії. Просто хотеть остановить войну – это лукавство. А вот просить Россию остановить войну, да, это йоу. Вот из-за таких вот разжигателей потом появляются вот такие вот статусы в Facebook. К слову, Facebook за такое не блокирует. Потом это нормально. Вот если ты слово «х**л» написал, то все, тогда «ж***». Заблокировали бы 3 раза уже. Так, ниже фото, номера, цвет автобусов, максимальный репост. Увидишь автобус, блокируй его, порежь шины или кинь кирпич в лобовуху. Объявляем охоту. Ну, это Рагулье объявляет охоту. Кстати, ниже они опубликовали личные данные водителей, владельцев автобусов, как я понимаю. Мол, вперед. Это за то, что те везут вот этих вот верующих куда-то там. Вообще, у меня такое впечатление, и не впечатление, я четко знаю, что если бы не было вот этого нагнетания, никто бы не заметил ничего. Но они спецом нагнетали, они спецом разжигали для того, чтобы потом сказать, посмотрите, как разгорелось. А вот Шкиряк рассказывает о том, что это единственный был верный выход, не пускать в Киев вот этих вот верующих. А журналістка, як йому відповідає? Я переконаний в тому, що більшість наших громадян підтримують таке рішення міністра. Абсолютно. На цей момент це єдиний вірний шлях, і в цьому, я думаю, жодних дискусій не може бути, абсолютно. Абсолютно, я с вами абсолютно согласна. Это единственный верный вообще шаг. Это слава нашему министру. Знаємось, куди дійшли православні піші гості зі сходу України. Більше про це я готовий розповісти. По моему уровню разжигательности, первые разжигатели в Украине – это канал 1+1. Вот эти вот твари Коломойского больше всего подбрасывают дровишек всегда. На них уже столько трупов, что поверьте. Ну і не можу не сказати, дісталося сьогодні і моєму колезі з іншого телеканалу, зокрема оператору. Розбили сьогодні віряни камеру, це зафіксували правоохоронці і вже склали протокол, відкрито провадження. Вот так вот эти веряне разбили камеру. Боже мой, не могу не сказать об этом, понятно. Не могу не сказать, но не показал. Не показал, я не знаю почему. Возможно, пленка закончилась как раз, когда разбивали эту камеру его коллеги. Ну а дальше он говорит там вообще без комментариев. Позже и видно, что человека просто, человек потрясен, глубоко потрясен. Аби от відчути ту атмосферу і аргументи сторін, далі без коментарів. На самом деле они перепутали богов. Их бог – это агрессор Владимир Путин с гитлеровскими усиками. И никак не... Вот опять, вот эта вот жирная свинья. Вот почему он не на работе, к примеру, да? Вот чем ему стал поперек этот крестный ход? Где они славили Путина вообще по дороге? Какого хрена он туда притащил портрет своего бога Путина? Я не знаю, и вот дальше показывают без комментариев. Ну, может, вы что-то поймете. Землю. Давай! Вперед! Давай за Путина мне нос оторви! Давай! И стоит такой, ручки сложил.
Что ты так порезал это видео? Там вообще непонятно. А барышня в платочке, это барышня, которая пыталась вырвать портрет этот якобы Путина. А мужик, как я понимаю, и его две бабы на нее нападали. Но барышня в платочке показана так, как будто бы на нее напали из-за Путина. Что вот там защитники какие-то Путина. На самом деле барышня в платочке из Крестного хода. Но говорит она явно по-украински, да, ну с украинскими всевозможными там этими. Короче, что-то ну не срастается. Но вы тоже ничего, наверное, не поняли, правильно, из этого видео? А вы не должны были понять. Специально так порезали. ТСН стежить за переміщеннями прихильників Московського патріархату, заради безпеки яких завтра перекрили середмістя Києва. И она просто возмущена. В центре Киева постоянно, как не хоронят кого-то, это какой-то концерт проходит. А тут перекрыли, вы представляете? Да что ж теперь, блин, делать? Но дальше, давайте все-таки узнаем, как там разбили камеру. Уничтожили камеру, я покажу. Они уничтожили камеру. Сейчас 24 канал включаем. Додам, що жінка, з якою я спілкувалася, я уточнювала в неї, за кого вони моляться. Вона, мовляв, сказала, що за весь мир. Коли я запитала, чи моляться вони, аби російська експансія нас полишила, щоб вони покинули Україну, вона з великою такою впевненістю мене запевнила, що ніяка Росія до України не вступала. Нормальная такая журналистская работа. А за кого вы молитесь? А почему вы не молитесь за то, чтобы вот Россия отстала? Настоящая журналистика, честно. И вот сейчас, вот, собственно, она про камеру расскажет, которую разбили. Додам також, що не побачили миру і самі от журналісти. На жаль, оператору зламали камеру. Ось такий уламок залишився від техніки. Звинуватили також і мене в необ'єктивності. Сказали, що журналістка, мовляв, з Інтеру була на хресній ході хусточці, а я приїхала от знімати хрест. Меня, говорит, обвинили в необъективности. Почему, я не могу понять. Кстати, вот ей косынка пошла бы. Они не зря говорили, чтобы она косынку одела. А лучше бы хиджаб, вот на нее гляжу. Или косметики немножко, или хиджаб на выбор. Но что там с камерой все-таки, видите, кусочек остался вообще. Уже разгромили камеру. Скорее всего, съели, потому что вот только эта штука осталась, наверное, в качестве отрыжки вылетела. Так, опасная хода. Появилось видео нападения вірянина на Ж. Нам довелося утримати тапком удар в камеру, і внаслідок чого у оператора була пошкоджена техніка. А зараз ви можете побачити. Подожди, он ее тапком вообще разбил? Она же говорила, что вот это вот все, что от нее осталось. Да, это удар тапком такой? Ось такий уламок залишився від техніки. До этого, главное, говорит, они меня обвинили в необъективности. Да блин, объективная, честный журналист. Це. Отойди отсюда. Я сказал, отойди отсюда. Напад на журналистов. Вот это вот украинские журналисты хорошо научились, как бы там, напад на журналиста, милиция, если что. Но я не могу понять, а почему видео не сначала? Он пинал его, плевал в него. То есть, а откуда знать, с чего все началось? Он, возможно, помочился на него. И что это за мужики валяются? А вот дальше, ну, напрягите слух. Журналисты. Не провоцируйте. Чекайте, ви ж хресну ходу. Не, мы не с крестного хода. А звідки? Мы местные. А что, подождите, а почему вот эта королева красоты обрубила звук? Почему? А что это? Это может быть специальная провокация? Да может это мы так и назовем провокация? Потому что на самом-то деле мужик сказал, что они местные. Так. Журналисты пытались задавать вопросы участникам хода, однако в ответ один из верующих снял тапок и начал избивать оператора и камеру. Оператора и камеру. Не, мы не с крестного хода. Мы местные. А почему она взяла, что они не местные, а они с крестного хода? Они что, как бы все в этих самых, в иконах? Из чего все-таки начался конфликт, а? Журналисты. Я могу сказать одно, повторюсь в 100-й раз, я не стесняюсь повторяться. Из-за журналистов, так называемых журналистов в Украине, которые работают за... Ну, вы узнали бы, это смешно. На самом деле, за какие копейки они работают, за какую похлебку. Они вот такое вот выливают на голову собственному народу. Вот из-за этих вот подонков уже в земле лежит немеренное количество людей, а сколько еще будет лежать из-за их разжигания, одному Богу известно. Будь умным, не верь этим лгунам и разжигателям. Пока.